Как вы думаете, дорогие зрители, что можно найти дома у безумца? Какие трофеи оставляют себе серийные убийцы? Долго не раздумывайте, все равно такого ужаса вы не сможете придумать. В этом ролике вы узнаете, как проблемы с сантехникой могут помочь в поимке серийного убийцы. Почему всегда важно знать, чем ты питаешься? Учатся ли преступники на собственных ошибках? Пристегнитесь, поехали. Деннис Нильсен и проблемы с сантехникой. Первый антигерой в нашем списке – Деннис Эндрю Нильсен, известный как Дес. Этот человек был настоящим воплощением ужаса. Он убил не менее 12 человек, хотя сам то занижал, то преувеличивал эту цифру. Следствию удалось доказать именно 12 убийств. У Деса были серьезные психологические проблемы. Одна из них – полная неуверенность в собственной сексуальности. Он знал, что не гетеросексуален, но колебался между гомо и бисексуальностью. Чтобы разобраться в этом, он провел своеобразный эксперимент с собственным братом и сестрой. Правда, их согласия он на это не спрашивал. Первое убийство он совершил в канун Нового года 31 декабря 1978. Жертвой стал 14-летний Стивен Холмс. Парень встретился с Десом в пабе Cricklewood Arms. Выпив вместе, Нильсен пригласил его к себе домой. Стивен согласился и больше никогда не вышел оттуда. Утром, проснувшись, Дес увидел, что мальчик все еще спит, и вдруг его охватил страх расставания. Он не хотел, чтобы Стивен ушел. Решение пришло мгновенно. Дес взял галстук и задушил свою жертву. Но самое жуткое началось после убийства. Нильсен не избавлялся от тел сразу. Он какое-то время жил с ними, вступая в странные, болезненные отношения. Лишь спустя время он расчленял их и избавлялся от останков. Со временем число жертв росло. Все больше молодых людей бесследно исчезало. Кто знает, скольких бы еще убил Нильсен, если бы не одна, казалось бы, банальная бытовая проблема. 4 февраля 1983 года Дес обратился в управляющую компанию с жалобой. У него начались проблемы с канализацией. Вероятно, он и не подозревал, что засор вызван останками его собственных жертв. Разбираться с проблемой отправился сантехник Майкл Кэтрон. То, что он обнаружил в трубах, повергло его в шок. В канализации были куски плоти и мелкие кости. Когда Кэтрон сообщил об этом Нильсену, тот лишь отшутился, мол, кто-то смывает в унитаз жареного цыпленка из Кентукки. Но сантехник не поверил. На следующий день он вернулся с начальником и провел более тщательную проверку. То, что они нашли, было уже невозможно игнорировать. Огромное количество костей и останков явно исходило из квартиры на верхнем этаже, там, где жил Дес. Патологоанатом подтвердил страшное. Это были человеческие кости. Более того, среди останков нашли часть шеи со следами удушения. Вскоре полиция арестовала Нильсена. Он отправился за решетку на всю оставшуюся жизнь. Так закончилась история одного из самых жутких серийных убийц Великобритании. Деннис Нильсен умер в 2018 году. Карл Денке, преступник, избежавший правосудия. Карла Денке прозвали «забытым каннибалом». Это прозвище он получил не просто так. О нем мало говорили, потому что жил он в те времена, когда пресса не была столь широко распространена, а грамотных людей было не так много. Но то, что обнаружили в его доме полицейские, заставило содрогнуться даже самых опытных следователей. Но обо всем по порядку. Мюнстерберг, 21 декабря 1924 года. В полицию поступает сообщение. Местный предприниматель Карл Денке напал на бродягу Винченцо Оливьера. По словам потерпевшего, все начиналось вполне безобидно. Денке предложил ему небольшую работу – написать письмо. У Карла было слабое зрение, и он был готов заплатить за услугу. Винченцо согласился, но стоило ему начать писать, как Денке схватил топор и попытался зарубить его. Бродяге каким-то чудом удалось спастись. Он прибежал в полицию и рассказал все, что произошло. Правда, стражи порядка отнеслись к его истории с изрядной долей скепсиса, но все же решили проверить. Денке арестовали и отправили в камеру предварительного заключения. Никто не собирался держать его там долго, только до начала допроса. Но до допроса дело так и не дошло. За 30 минут до полуночи сержант Пальке обнаружил, что Карл Денке мертв. Он повесился на самодельной петле из собственного носового платка. Но самое страшное полиция обнаружила уже после его смерти. Самоубийство Денке выглядело странным и неожиданным, но еще более странным оказалось другое. Обыск в его доме провели только спустя 3 дня. И то, что там обнаружили, повергло полицию в настоящий шок. Целый арсенал инструментов для разделки мяса. На первый взгляд, ничего необычного. Карл торговал свининой и мясными продуктами. Но вот что действительно повергло следователей в ужас. 420 человеческих зубов, 480 костей и останки, подготовленные для еды. Теперь сомнений не оставалось. Карл Денке был самым настоящим каннибалом.
Чтобы передать весь масштаб кошмара, позвольте процитировать официальный доклад криминалистов по делу Денки. Слабонервных прошу прикрыть уши. Первыми находками, сделанными в доме Денки во время обыска, были кости и куски мяса. Последние находились в солевом растворе, в деревянной бочке. Всего было 15 частей тела с остатками кожи. 2 части груди, сильно волосатые. Туловище разрезано посередине, на 3 пальца выше пупка. В куске передней брюшной стенки видна середина пупка. Остальные части принадлежат бокам и части спины, самый большой, размером около 40 на 20 сантиметров. В результате следствие доказало 30 убийств, совершенных Карлом. Открывшаяся обществу информация о реальной деятельности усопшего Карла Денки вызвала широкий резонанс. Хоть никто и не узнал достоверно, продавал ли Денки человечину на рынке, население тотчас же начало активно распространять эту версию. Этих людей можно понять, настолько шокирующей была новость. Энтони Соуэлл дважды на одни и те же грабли. Пожалуй, каждый из вас слышал пословицу: «Умный человек учится на чужих ошибках, а глупый — на своих собственных». Американского убийцу Энтони Соуэлла следует относить к третьей категории – тех, кто вообще не учится. Свое первое преступление Энтони совершил еще в 1989 году. В этом году он попытался изнасиловать беременную женщину, после чего хотел задушить ее. Однако, к счастью, замысел преступника не воплотился, и жертва сбежала, заявив обо всем в полицию. Энтони сразу же арестовали и в 1990 приговорили к 15 годам лишения свободы. Казалось бы, 15 лет – предостаточный срок для того, чтобы переоценить собственные ориентиры в жизни. Как бы не так. После освобождения в 2005-м Энтони еще пару лет провел в спячке. К преступлениям Энтони вернулся в 2007 и продолжал свою деятельность до поимки правоохранителями в 2009. Итак, сентябрь 2009 года. В полицию поступает тревожное заявление. Женщина по имени Латундра Биллопс утверждает, Энтони Соуэлл заманил ее в свой дом, напоил алкоголем и изнасиловал. Но дело было не просто в изнасиловании. Полицейские понимали, этот человек не в первый раз переступает закон. Однако они еще не догадывались, насколько далеко зашли его преступления. 29 октября 2009 года Соуэлла арестовывают. Через 2 дня полиция получает ордер на обыск его дома. И вот тут начинается настоящий кошмар. В подвале 3 тела. Все женщины, все задушены. На 3-м этаже еще 3 трупа, завернутые в детские ползунки. Во дворе еще 4 тела в разной стадии разложения. А в сарае человеческий скелет. Всего 11 жертв. Рассказывая о своих преступлениях, Соуэлл признавался, что поступал с убитыми так же, как хотел с Латундрой, заманивал в дом, опаивал алкоголем, насиловал, душил и в результате бросал в подвал. Позже Соуэлл пытался сослаться на свою невменяемость, однако суд не поверил приведенным аргументам и приговорил маньяка к смертной казни. Впрочем, ей так и не суждено было состояться, так как Энтони скончался в феврале 2021 года в результате продолжительной болезни. Джеффри Даммер. Убийца, пойманный случайно. Джеффри Даммер – имя довольно громкое, особенно в США. На счету данного маньяка 17 жестоко убитых людей. Первое убийство маньяка произошло еще в 1978, а последнее в июле 1991. Целых 13 лет преступник находился на свободе и совершал свои злодеяния. Это немногим больше, чем действовал другой известный маньяк Андрей Чикатило. Жертвами Даммера становились мужчины в возрасте от 14 до 36 лет. Джеффри могли поймать гораздо раньше, но судьба распорядилась иначе. Так, 27 мая 1991 года в полицию позвонила встревоженная женщина Сандра Смит, соседка Даммера. Она сообщила, по улице бегает голый мальчик-азиат, он явно дезориентирован и напуган. Полицейские приезжают на место. Они действительно находят подростка, он не может связно говорить, выглядит потерянным. И тут появляется сам Даммер. Спокойным голосом он объясняет что-то вроде: «Это мой 19-летний любовник, он просто не в себе». И стражи порядка верят ему. Более того, они сами провожают его с мальчиком обратно в квартиру и уходят. Как только дверь за ними закрывается, Даммер убивает свою 13-ю жертву, 14-летнего Конерака Синтосамфона. Если бы полиция провела хотя бы поверхностный обыск, то в помещении они нашли бы тело 12-й жертвы, Тони Хьюза. Но Даммеру позволили уйти от правосудия еще на некоторое время. И за это время он убил еще 4. Однако везение не могло быть бесконечным. 22 июля 1991 Даммер совершил попытку убийства Трейси Эдвардса. Даммер в своей обычной манере попытался
заключить жертву в наручники. Трейси оказал сопротивление и не дал маньяку заключить в наручники вторую руку. Жертва выбежала на улицу. На левой руке Трейси свисали наручники. Именно это и привлекло внимание проходящих неподалеку полицейских. Когда полицейские наконец ворвались в квартиру Дамера, то, что они там увидели, не укладывалось в голове. По всей квартире жуткие находки. На стене фотографии расчлененных тел. В холодильнике 3 головы, человеческое сердце и внутренности. В туалете кастрюля с кистями рук и мужскими гениталиями. В шкафах и тумбочках черепа, кисти рук, емкости со спиртом, хлороформом и формалином, банки с мужскими половыми органами. А в шкафу цельный человеческий скелет, скальп и еще одна пара гениталий. Но самое страшное — это 57-литровая бочка с кислотой. Внутри 3 человеческих торса, растворяющихся в химикатах. Квартира Дамера была самой настоящей фабрикой смерти. Находка была шоком не только для полицейских, но и для всех, кто впоследствии узнал о делах Джеффри Дамера. В итоге маньяк был приговорен к, вдумайтесь, 15 пожизненным заключениям, что технически равнялось 957 годам заключения. Впрочем, Джеффри отбыл только 2 из них. 28 ноября 1994 Дамер был забит до смерти другим заключенным. Кендалл Франсуа. Очень долгий обыск. Кендалл Франсуа – последний серийный убийца, о котором я расскажу сегодня. В целом он мало чем отличается от своих предшественников, прячущих трупы жертв у себя же дома. Его особенность заключается в том, что именно в его доме полицейским пришлось проводить обыск в течение нескольких дней. Настолько непростыми были условия работы. Но обо всем по порядку. Кендалл начал свою преступную деятельность с 1996 года. За этот год маньяк убил 3 проституток, у которых он был постоянным клиентом. До сентября 1998 года преступник успел убить еще как минимум 5 женщин. 1 сентября 1998 Кендалл совершил попытку убийства Кристин Сала. Однако девушке удалось отбиться от преступника. Более того, Кристин уговаривает преступника отвезти ее обратно в город. В машине напряженная тишина. Но когда они проезжают заправку, Кристин выпрыгивает из машины и спасается. Очевидцы тут же сообщают в полицию. Полицейские, которые явились домой к Кендаллу с обыском 2 сентября, столкнулись с довольно нетипичной проблемой. Дом утопал в мусоре. Одежда покрывала пол сплошным слоем. Еда, разлагающаяся, гнилая, валялась повсюду. Газеты, сломанная мебель, пустые банки, бутылки. Одним словом, хаос. А запах? Один из детективов признался, за всю карьеру он не видел ничего подобного. Зловоние просачивалось в каждый угол, каждую щель выходило наружу, словно ядовитый туман. Полицейские были уверены, в этом доме кроется нечто ужасное. Спустя 3 дня, 5 сентября 1998 года, правоохранители нашли 8 тел. 5 на чердаке и еще 3 были закопаны в основании дома. За свои злодеяния Кендалл Франсуа был приговорен к пожизненному заключению. Умер преступник 11 сентября 2014 года в возрасте 43 лет. Официальной причиной смерти было заболевание, связанное со СПИДом. Вполне возможно, что это так аукнулись прежние связи маньяка. Да, на какие ужасные поступки способен человек. Становится не по себе после осознания того, что многие из серийных убийц совершенно неприметные люди. Однако бояться нечего, ведь у вас есть знания. Надеюсь, что вы, дорогие зрители, стали более осведомленными в исследованной теме. Кстати, об осведомленных людях. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте оставить лайк и подписаться. До скорых встреч!